Почему дети нарциссов боятся успеха и денег? Этот вопрос стал актуален, когда сейчас многие люди начинают анализировать свое детство, свою вообще историю. Многие люди находятся в постоянной психотерапии. И оказывается, что наше вроде как безмятежное детство, как нам казалось, не такое уж и безмятежное. Люди начинают понимать, что я, скорее всего, вырос в дисфункциональной семье. И, вероятно, у одного или двоих моих родителей были в той или иной степени выражены нарциссические черты. И тут взрослый уже человек, взрослый ребенок своих родителей понимает, что вот то, что у родителей был нарциссизм, это прямо блокирует мою какую-то вот финансовую состоятельность, мой успех. То есть, грубо говоря, родители нарциссы, даже сейчас, когда я уже взрослый человек и от них вроде как сепарировался, мешают мне быть успешным и богатым. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберемся, какие же есть вот эти вот ограничивающие установки, которые есть у всех детей нарциссов, и как с ними разобраться. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая важная вещь, с которой сталкиваются дети нарциссов, это конкуренция. Дело в том, что любой нарцисс, он с другим человеком выстраивает отношения в формате конкуренции. Либо я тебя, либо ты меня. Кто-то здесь из нас будет важнее. Соответственно, даже когда со своими детьми родители нарциссы выстраивают отношения, они стараются постоянно детей как будто бы побеждать. В таких условно здоровых отношениях родитель одной рукой как бы ограничивает своего ребенка, выставляя какие-то, не знаю, красные флажки, там, что вот это нельзя, а другой рукой он поддерживает. Ну и, соответственно, когда ребенок в процессе своего интенсивного развития, какие-то у него есть достижения, нарисовал красивый там рисунок, не знаю, приготовил какое-то там блюдо простецкое, выиграл какую-то олимпиаду, принес оценку, родители за него радуются, поддерживает, потому что, с одной стороны, это вот как бы радость там, отцовства, материнства. С другой стороны, поскольку родители, как правило, в здоровых отношениях любят своих детей, то ты, когда радуешься за любимого человека, тут это радость, которая как бы приумножается. Вот. В случае с нарциссом, каждый раз, когда ребенок начинает чего-то там достигать, и в ходе, опять же, своего роста ребенок же постоянно как будто бы повышает планку, у него постоянно вот получается все лучше и все больше. Каждый раз это приводит нарцисса к определенной тревоге, потому что он понимает, что ребенок как будто бы может меня, грубо говоря, низвергнуть с Олимпа. И поэтому нарциссы часто, с одной стороны, вот они такие ограничивающие, то есть они стараются играть таких строгих, вот очень таких родителей. С другой стороны, в том месте, где нужно поддержать ребенка в его каких-то достижениях, тут включается такая эмоциональная холодность. Нарцисс как-то пытается как бы так заморозиться, чтобы не показать вот это вот свое негодование по поводу того, что у ребенка получается, например, учиться или не знаю, что там скажем, в спорте. Вот. Такие нарциссы родители часто потом объясняют это своим детям так: я был слишком строг к тебе, потому что я хотел тебе всего наилучшего, я хотел, чтобы ты был подготовлен к этой тяжелой сложной жизни, и вот поэтому я вот так вот себя вел. Вроде как я сам страдал, но таким образом себя вел. На самом деле нарцисс таким образом как-то утилизировал свою тревогу. Взрослые дети нарциссов, даже будучи уже взрослыми, им сложно как-то достигать какого-то успеха, потому что любой какой-то вот успех предполагает рост. То есть, если я ставлю себе цели, я к ней двигаюсь, мне нужно постоянно как-то улучшать свои какие-то результаты, любые. Вот. А это вроде как фонит вот этим вот конфликтом с родителем. Даже если это уже взрослый человек, который уже сепарировался от родителей, живет отдельно, все равно, если я сейчас буду как-то выбиваться из твердых хорошистов, то здесь есть вариант какого-то чего-то такого провалиться вот в этот вот ужас конфликта с таким холодным, отстраненным, молчаливым родителем. Вторая вещь, с которой могут столкнуться дети нарциссов, это что для родителя нарцисса финансовая независимость ребенка является такой сродни потери контроля. То есть, если он начинает сам как-то контролировать или, не знаю, зарабатывать деньги, то он получается вроде как, я уже не так нужен. Вот этот вот такой возраст, позднеподростковый, юношеский, девический, когда запросы на вот эти карманные деньги у вчерашних детей возрастают, но их все еще легко может покрыть взрослый родитель. Вот это такой особый возраст, когда родитель может чувствовать много контроля. То есть там приходит, не знаю, там сын, дочка, просит денег, я вот вроде бы даю, сумма как бы вроде и не маленькая, но для меня как бы она нормальная, а для ребенка она очень-очень большая. Вот, соответственно, в этой ситуации нарцисс чувствует, что вот он контролирует ребенка, и он чувствует, что он вроде бы как нужен и любим. Мы вспоминаем с вами, что у людей с нарциссическими чертами постоянно фонит вот эта неуверенность в том, что я заслужил, чтобы меня любили. Тут вроде точно меня любят за деньги.
И вот если, например, родитель-нарцисс замечает, что его ребенок, он деньги не протрачивает, а, например, как-то собирает, откладывает, он начинает как-то учиться ими распоряжаться, что, в принципе, должно уже порадовать каждого родителя. Но вот нарцисс, когда видит, что ребенок деньги, не знаю, отложил, купил себе какую-то дорогую вещь, он начинает впадать в тревогу, что вдруг он завтра начнет как-то работать, будет зарабатывать, будет лучше откладывать деньги, и он будет лучше меня. Смотрим предыдущий пункт, у нарцисса всегда конкуренция. Если мои дети сейчас будут как-то вдруг больше зарабатывать, чем я, тогда я им зачем вообще нужен? Потому что у нарцисса есть общее такое убеждение, что дети меня просто за то, какой я есть, не любят. Меня никто не может просто любить за то, какой я есть. Меня вроде как любят за деньги, а не будет, финансовой зависимости от меня, не будет тогда и любви. Это приводит к тому, что вот дети нарциссов, им, в общем-то, повышать свой заработок всегда болезненно, потому что они сталкиваются с тем, что вот родители это так болезненно воспринимают. Наверняка вы часто с этим сталкивались, когда, скажем, дети зарабатывают больше, чем родители, но они это от родителей как-то скрывают. Например, дочка приехала к маме, мама спрашивает, сколько стоит твоя сумка, она говорит, да, это я купила где-то на распродаже в секонд-хенде. То есть такое уменьшение финансового размера, чтобы не вступать в прямую конфронтацию с родителями. Опять же, если вы понимаете, что у вас вот такая вот есть ситуация, вам нужно потихоньку, медленно научаться говорить родителям о том, сколько вы зарабатываете, и прислушиваться к тому, где вы здесь чувствуете гордость и где вы здесь чувствуете какой-то стыд. То есть как-то с этим нужно поработать. Опять же, если вы самостоятельно не можете с этим поработать, у меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите личное сообщение, мы с вами поработаем в формате индивидуальной консультации. Потому что любые достижения, любой успех, любое какое-то количество денег, которое ты заработал, может быть связано как с гордостью, так и со стыдом. И если у тебя связь с нарциссическими родителями достаточно сильная и не проработана, то каждый раз, когда у тебя будет что-то получаться, ты будешь как-то стыдиться этого, стараться это скрыть, стараться это уменьшить, и тебе будет сложнее дальше идти, зарабатывать дальше, скажем. Поэтому пишите мне в личные сообщения, записывайтесь на консультацию, поработаем, совсем разберемся. Третья вещь, с которой может столкнуться человек, у которого родители были нарциссами, это что он с детства слышит фразы типа «я всем пожертвовал ради тебя» или «пожертвовала, я ночей не доспала, чтобы тебе дать образование, чтобы тебя поднять на ноги». Особенно это касается, знаете, эти династические семьи, когда семья преподавателей, и ребенок должен стать тоже учителем-преподавателем. Или семья врачей, он должен стать врачом. Или инженером, он должен стать инженером. И ребенок все свое детство, он живет с этой историей, что мама как будто бы страдает, только чтобы мне было хорошо. Я стал этим преподавателем и понимаю, что это не мое. И, скажем, ушел, не знаю, автомобилями занимаюсь, или какими-то компьютерами, еще чем-то. Зарабатываю вроде бы, но воспринимаю это как предательство своих родителей. У родителей нарциссов есть эта идея, что я свою жизнь жить полноценно не могу, но мои дети, они должны будут прожить мою жизнь за меня. Я не стала каким-то, скажем, реализованным преподавателем, но моя дочка станет преподавательницей года. Я не стал каким-то врачом такого-то уровня, но мой ребенок станет просто профессором в мединституте. То есть у родителей нарциссов часто есть это такое грандиозное расширение, где они расширяются в своем ребенке. Соответственно, это очень тяжелая ситуация для детей нарциссов, поскольку есть такая как будто бы крест, который им нужно тащить, крест этих ожиданий от родителей. Соответственно, когда ребенок становится взрослым человеком, сепарируется и понимает, что, если ему удается понимать, что мои потребности это не заниматься скажем, делом, которое мне не интересно. Я хочу заниматься тем, что мне интересно, быть успешным, реализованным, зарабатывать, и быть вообще свободным. При этом всем, если он будет все это реализовывать, ему придется столкнуться с этим как будто бы пониманием, что он предает своих родителей, передает все их ожидания. Опять же, тут просто важно в себе разобраться, понять, в каком месте вы предаете родителей. И еще надо понимать, что ты не можешь предать человека, которому ты в чем-то не клялся. Нельзя, нарушить договоренность, которую без тебя составили. Поэтому это такой тонкий вопрос. Опять же, с этим можно поработать в рамках личной психотерапии, личной консультации. Также у меня есть курс про отношения, который я веду, скоро запускаю уже 5-й поток. Курс, где мы разбираем, как понять, что ты находишься в разрушительных взаимоотношениях, как из них выйти, как восстановиться после выхода. Если вам интересно, под видео будет ссылка, можете посмотреть общую информацию. Если вам покажется этот курс каким-то важным, тема вам отзовется, просто присоединяйтесь, буду рад видеть вас в курсе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы понимаете, что ваши родители имели нарциссические черты, с чем вы, собственно, в вашей ситуации сталкивались. Опять же, я хочу сказать, что когда я прошу вас написать о своем каком-то опыте, я предполагаю, что вы как-то понимаете, что это в публичном доступе будет, и пишите, исходя из какой-то собственной взрослой позиции,
позиции, то есть пишите то, о чем вы можете писать. Потому что мне там несколько раз в комментариях написали, что «А что это вы просите людей писать какие-то личные вещи?» Ну, я прошу людей писать личные вещи, личный свой опыт делиться, исходя из предположения, что ну, как бы мои зрители понимают, что можно писать, что нельзя писать, что для них комфортно, что некомфортно. Поэтому, на всякий случай, я так один раз навсегда скажу, что вы в комментариях, когда пишете, вообще, когда вы в интернете что-то пишете публично, понимаете, что это вы пишете что-то о себе, исходя из того, насколько вам это комфортно или некомфортно, безопасно или небезопасно. Никто другой о вашей безопасности, так как вы, не побеспокоится. Если тема этого видео вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.